Второй том я озаглавил «Фрагменты Божьего искусства». Это строка из моей поэзии. «Очнуться вновь средь синих гор, над горным озером проснуться, своей виной вчерашний спор признать и сердцем улыбнуться, вдохнуть лаванды, фиолет и желтый зверобой пьянящий, и не дослушать, сколько лет приговорит мне птица в чаще. Вздохнуть, ведь углубленный вздох причастия творящим светом. Ах, если в горе горьком мог, вздыхая, не забыть об этом, покой средь молний сохранять, огонь отеческих заветов, смерть постигая, сознавать нетленность сущности предметов. Средь боя зоркость не терять, в клубящемся чаду распада, и в сердце радость сохранять, а больше ничего не надо. Ведь даже если 300 лет мой век стремительный продлится, мне не допеть про белый свет, не долюбить, не утолиться. Я буду каждый вздох и миг, пока живу, благословлять и ткать из сердца света нить, и не устану повторять: люблю, спасибо, хорошо. Минуй меня дурные чувства, все, что пришло и отошло. Фрагменты Божьего искусства. Так и озаглавлен этот том, который собран из прозы, поэзии, публицистики, речей в разных собраниях. А мог ли я подумать, когда в 1961 году, 9 мая, мы с Андреем Тарковским представляли фильм «Иваново детство», и я внутренне критиковал речь Андрея, думаю, что он там мелет, боже мой, о чем он, как это все путано, а если мне сейчас предложат, боже мой, а что я, заика, могу говорить? С ужасом тогда я думал. Если мне кто-нибудь тогда объявил, что я буду говорить речи в собраниях, на съездах в Русском соборе Всемирном при Патриархе и Президенте, речи о культуре, о том, о сём, что я буду теле- и радиоведущим, боже мой, да я просто бы не поверил в это. Но так оно вышло. Это открывается повестью, которую, я думал, я потерял навсегда. Повесть «Близнецы». Вот ею открывается этот том. Когда мы закончили Бэмби, тогда же появилась эта повесть, и я готовился к Лермонтову. Мой соавтор был Юрий Нагибин, и я ему отдал читать и Лермонтова, моего сценария, и «Близнецы» повесть. Он мне позвонил, по прочтении ничего не говорил о Лермонтове, потому что это мой Лермонтов, видно, не совпал, он просто обошел эту тему. А о повести «Близнецы» он мне, не совру, говорил полчаса. Все я припомнить не могу, но я помню одну фразу, которая меня удивила, и я не знаю, прав ли он. Он вот что говорил. Говорит, ничего подобного ни в русской литературе, ни в зарубежной я не читал, как эта повесть «Близнецы», и мне ее анализировал. Так вот, я ему отдал одну копию, я отбил это все на машинке, 3 экземпляра, одну еще куда-то, одна еще, и она пропала. Нет у меня этой повести, но перед самым изданием этой книги вдруг она появилась, и я ее издал. Повесть о 2 братьях-близнецах, о 2 я-человеках, в каждом из нас минимум 2 я, как иные писатели говорят, мы тысячеликое я. Но уж 2 я точно в нас, и прав Достоевский, что в сердце борется Бог и дьявол. Это в каждом сердце. И это закон, это диалектика движения мироздания. Именно так устроил Господь всех нас. Он нам дал свободную волю, а не запрограммировал нас, что было бы проще для него. У него бы не было сейчас таких проблем. Но Он дал нам волю выбирать, к Нему идти или к другому, его оппоненту. Здесь воспоминания о всех моих друзьях. И последний том озаглавил я «Славянский венец». Это летопись кинофорума «Золотой Витязь». Пока пока я, так сказать, работал я над «Витязем», все время вел дневник, все эти 20 лет. Они стали книгой. Это летопись иллюстрированная хорошо. Вообще это издание хорошее, по качеству богатое, я бы в жизни сам бы этого бы не сделал. И не хотел делать, поверьте мне, вообще не хотел публиковаться при жизни. Это правда.
испытывать унижение, бегать по редакциям и так далее. Но так вышло, что 6 лет тому назад мне предложил алгоритм издать первую книгу. Ну, раз они попросили, я ее сделал, а теперь Экспоцентр помог мне издать этот трехтомник. И я уж думал отделаться разом, что я и сделал.